Всем привет! Сегодня обсуждаем фильм «Непристойное предложение». 93 год. Режиссер Эдриан Лайн, в главных ролях Деми Мур и Вуди Харрельсон. Роберт Редфорд. На мой взгляд, в кинокарьере Деми Мур это самый запоминающийся фильм. У Вуди Харрельсона много других хороших работ. Поклонницей Редфорда не являюсь, поэтому про него не буду ничего говорить. Выбрав этот фильм к обсуждению, я не думала о том, что буду выглядеть зрителем с плохим вкусом, так как этот фильм является обладателем премии «Золотая малина» за худший фильм, худший сценарий и худшая мужская роль второго плана Роберт Редфорд в 1994 году. Время лучший камертон оценки фильма. 27 лет срок немалый, мне по-прежнему нравится пересматривать его. Я бы не сказал, что фильм настолько плох. Он даже хорош. Хотя я от него никогда в восторге не был. Насчет роли второго плана не знаю, но сценарий интересный. Итак, сюжет. Молодая семейная пара на фоне кризиса в США не может оплатить ежемесячный взнос по кредиту и отправляется в Лас-Вегас, чтобы выиграть нужную сумму. Там они знакомятся с миллиардером, который предлагает за одну ночь с Даяной, женой главного героя, $1 миллион. Проведя бессонную ночь за обсуждением этого предложения, супруги принимают решение принять его. И как только вертолет отрывается от площадки на крыше, опомнившийся муж бежит, чтобы остановить жену, но, увы, уже слишком поздно. Как можно на такое соглашаться? Очевидно же, что ничего не будет, как прежде. По возвращении Даяны домой у них начинаются проблемы. Когда двое любят друг друга, невозможно простить измену. Так случилось и у наших героев. Муж изводил себя и жену ревностью. Муж обронил фразу «Я думал, я смогу забыть, но не получается». Да к тому же миллионер стал строить козни. Когда супруги пришли в банк погасить задолженность, оказалось, что земля перешла в руки к другому собственнику. Даяна через подругу узнала, что новым собственником является Джон Гейдж, тот самый миллиардер. Она находит его и устраивает скандал. А дома ее ждет скандал с мужем, когда он узнает, что она встречалась с Гейджем. В общем, они расстаются. Миллиардер преследует Даяну. А однажды при очередной встрече Гейдж рассказывает ей трогательную историю о том, что 30 лет назад он возвращался на метро из кино, и в вагоне напротив него сидела девочка в платье с воротничком, застегнутым на все пуговицы. Они смотрели друг на друга, смущенно отводя взгляд, и когда Джон вышел на остановку, она посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Он ходил 2 недели на эту остановку, чтобы встретиться с ней снова, но этого не случилось. И он сказал Даяне, что не хотел бы, чтобы это опять повторилось. Этот факт растопил лед между Даяной и миллиардером. То есть он как бы очеловечил облик Гейджа. Дэвид страшно переживает, переезжает в другой домик, вспоминает какие-то мелочи, вспоминает, как он был счастлив с Даяной. Перебирает фотографии, рвет их, но, опомнившись, склеивает их, вспоминает, как на мосту, уходящему в океан, он делал предложение Даяне. Однажды лил сильный дождь, и подвыпивший Дэвид подкараулил Гейджа с Даяной, выходившими из машины, и завел пространный разговор о кукушках, не имеющих своего гнезда и разоряющих чужие, намекая на Гейджа. Неудачно попытавшись ударить Гейджа, он промахивается и оказывается на асфальте. Водитель, он же помощник, отвозит Дэвида домой и обнаруживает на стене разорванные и склеенные фото Даяны, и издевательская улыбка озаряет его лицо. Дэвид, утром проснувшись, смотрит на макет дома, который он мечтал построить, на свою мечту, которую так и не удалось осуществить. Но жизнь продолжается, и он устраивается на работу преподавателем архитектуры. На одном из занятий он берет в руки кирпич и спрашивает у студентов, что это? И сам отвечает, цитируя американского архитектора Луиса Кана, что даже кирпич стремится стать большим, чем просто кирпич. Это относится и к людям. На этом же занятии к нему подходит друг-юрист и передает документы на развод. В случае подписания Дэвид получает все, и деньги, и землю. Чтобы увидеть Даяну и передать ей документы на развод, Дэвид идет на благотворительный аукцион в зоопарк, разыгрывается лот «Бегемот». Гейдж соревнуется с дамой, и все останавливаются на сумме $50 000. И вдруг тут из толпы раздается $1 миллион. Это был Дэвид. Он подходит к столику, и Гейдж уходит, дав им возможность поговорить наедине. Дэвид говорит, что он преподает, что это не прибыльно, зато есть возможность поговорить об архитектуре. И он обращается к Даяне и говорит, ты же знаешь, как я люблю говорить об архитектуре. Тут начинается дождь, все начинают бегать, суетиться, только эти двое продолжают разговор, не замечая дождя. Дэвид просит Даяну выслушать его. Люди все помнят. И если они продолжают быть вместе, это не потому, что они забыли, а потому, что простили. Я думал, что мы неуязвимы. Я боялся, что он тебе понравится, что он лучше меня. Но потом я понял, он не лучше меня. Просто у него больше денег. Он подписывает документы и передает их Даяне. А я бы не отказался от миллиона. Детей нет, она уже с другим. Нужно перешагнуть через себя и жить дальше. С миллионом. Уж с такими деньгами найдется другая. А не найдется, и так неплохо. С миллионом.
А вечером Дайана с Гейджем едут в машине, и Дайана затевает разговор. Гейдж, предвидя содержание беседы, первым начинает говорить, что Дайана лучшая из клуба миллионерш, тем самым подталкивая ее к действию. Она просит остановить авто, благодарит Гейджа и выходит из машины и бежит к автобусу. На вопрос помощника, что это было, Гейдж отвечает, что он понял, что она никогда не будет на него смотреть так, как на Дэвида. А Дайана едет на тот самый пирс, где Дэвид ей сделал предложение. Она хотела все это вспомнить и все начать сначала. Придя туда, она находит там Дэвида. Они часто говорили друг другу. «Я говорила когда-нибудь, что люблю тебя?» «Нет. Я люблю. Все еще. Навсегда». Мы не видим, что будет дальше, и мне кажется, что забыть о таком все равно не получится. Так что скандалы и развал семьи обеспечены. Но для фильма хорошая концовка. Больше и не надо. Не знаю, чем руководствовались анонимные члены фонда «Золотая малина», да, собственно, и не хочу знать. Я рассуждаю так. Моя первая реакция. Есть я, зритель, и есть фильм. Я не задумываюсь об идее, посыле, художественных приемах, задумках режиссера и так далее. Обо всем этом я задумываюсь, когда делаю обзор и делюсь впечатлениями. А при первом просмотре я просто так чувствую. Реакция моего организма. Меня волнует происходящее на экране. Я плачу, смеюсь, негодую и сопереживаю. В конце концов, я верю или нет. Все так просто. Может быть, у меня дурной вкус, может быть, мне не хватает образованности, может, кто-то скажет, имея свое мнение, делись им на кухне у себя. Но авторы создали фильм, какая-то часть зрителей отторгла его. Мне хочется сбалансировать зрительскую реакцию. Есть те, кого этот фильм не оставил равнодушным. Среди них я. В наш век, когда на авансцену вышел «Капитал», я все еще продолжаю верить, что настоящую любовь не купишь за деньги. Мне кажется, большинство женщин все же можно купить, а настоящая любовь встречается крайне редко, особенно в наш век. Однако история, как я уже вначале сказал, интересная, и частенько бывает, что «Золотая малина» достается нормальным фильмам. Это не показатель. Ну, на сегодня все. Всем пока. Пока.